После визита в Донбасс певец Филипп Киркоров посетил «Золотой граммофон» в Петербурге в новом образе. Следующие в очереди на обеление – мигранты, считают эксперты. Обо всем об этом и поговорим в сегодняшнем нашем выпуске. Будет очень интересно. Просьба подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Путешествие Филиппа Киркорова в Донбасс оказалось лишь прологом к его новой главе в карьере. После скандальной вечеринки, которая сотрясла общественное мнение, поп-король решил изменить свой имидж. Откликнувшись на призыв времени, он отправился в госпиталь, стремясь восстановить свой образ в глазах публики. Но не все восприняли его поездку как искреннее желание помочь. Многие усмотрели в этом попытку вернуть утраченное влияние. Возвращение Киркорова на телеэкраны стало для многих неожиданным событием. На шоу «Маска» он вновь занял почетное место председателя жюри, несмотря на слухи о возможной его замене. Все это вызвало бурю негодования в обществе, и от непонимания, что происходит, многие зрители перешли к бойкоту программы на НТВ. Удивленные зрители увидели Киркорова в новом, неожиданно скромном образе. Привычные яркие наряды и экстравагантные прически уступили место классическому костюму и спокойной укладке волос. Этот новый стиль, по словам певца, символизирует его готовность к переменам и желание идти в ногу со временем. В своем интервью на церемонии вручения премии «Золотой граммофон» Филипп Бедросович не скрывал своих чувств, говоря о том, что Болгария дала ему жизнь, а Россия – творческую судьбу. Именно эти слова должны были стать отражением его благодарности и привязанности к стране, которая вдохновляла его на протяжении многих лет. Но в искренность Киркорова мало верится. Теперь, когда Киркоров сделал первые шаги к восстановлению своего имени, в России зреет новый телепроект, который, как предполагают эксперты, будет способствовать изменению общественного восприятия мигрантов. Тем временем генеральный продюсер телеканала ТНТ Аркадий Вадахов анонсировал возвращение на экраны шоу «Наша Раша», главным лицом которого являются гастарбайтеры Равшан и Джамшут. Эксперты считают, что таким образом будет реализована попытка обелить мигрантов, отношения с которыми в последние годы сильно обострились. В конце 2000-х и начале десятых проект «Наша Раша», в котором снимались Сергей Светлаков и Михаил Галустян, наделал много шума. Герои стали культовыми, а затем телеканал даже снял несколько фильмов, собравших в прокате приличную кассу. Теперь программа будет перезапущена. Это официально подтвердил генеральный продюсер телеканала ТНТ Аркадий Вадахов. Человек любит то, что он знает. Неведомого он немножко сторонится. Мы все немножко ксенофобы. Наверное, из того, что могу сегодня анонсировать, возвращение «Наша Раша», сообщил Вадахов на премьере. Пока что нет точных данных, когда состоится премьера и будут ли в ней принимать участие старые звезды. Кроме того, должно произойти обновление героев, учитывая нынешние реалии. Примечательно, что ни Светлаков, ни Галустян пока не прокомментировали эту новость. Юлия Банишевская указывает, что Равшан и Джамшут запомнились зрителям телешоу «Наша Раша» больше всего. По сюжету двое гастарбайтеров делали, как правило, какие-то ошибки при строительстве объектов, ремонте квартир, за которые их потом ругал прораб. Но при этом, как только прораб выходил из комнаты, герои передачи вели между собой высокоинтеллектуальные разговоры. Как оказалось, они образованные, культурные люди, которые в силу обстоятельств вынуждены заниматься строительством, в котором ничего не смыслят. Тем самым обелялся, очищался образ того самого гастарбайтера, работой которого многие, те же москвичи, были недовольны, объясняет эксперт в беседе. Примечательно, что по сюжету Равшан и Джамшут делали ремонт в том числе в квартире Ксении Собчак и работали на строительстве объектов к Олимпиаде в Сочи. При этом ошибки, за которые иного русского выгнали бы с работы, этим гастарбайтерам прощались и оправдывались их убогим положением. То есть навязывалась та самая пресловутая толерантность к приезжим трудовым мигрантам. Исподволь, красной нитью она проходила в программе, указала Юлия Банишевская. Однако уже тогда подобным изображением мигрантов были недовольны жители Средней Азии. Например, в марте 2010 года движение «Таджикские трудовые мигранты» обращалось в Генпрокуратуру России и Роскомнадзор. Они просили прекратить показ сценок с участием Равшана и Джамшута в шоу «Наша Раша». Мигранты посчитали все эти сюжеты оскорбительными для таджикского народа и разжигающими ксенофобию. Другой важный вопрос заключается в том, в каком ключе сейчас можно было бы показать в возрожденной программе мигрантскую тему. Дело в том, что с 2006 года, когда вышел первый выпуск программы, ситуация кардинально поменялась. Если тогда можно было веселиться на эту тему и подшучивать над некоторыми неумелыми гастарбайтерами, то сейчас их количество приближается уже к 2 десяткам миллионов в России.
И эта ситуация уже перестала быть смешной. Боюсь, что в нынешних реалиях первый выпуск этой программы может стать и последним, потому что достаточно одной жалобы оскорбленного приезжего из Средней Азии, чтобы поднялась волна хейта в соцсетях и создатели программы обвинили в ксенофобии, отмечает обозреватель. К тому же сейчас образ мигранта ассоциируется не с некачественным строительством, а с уголовными преступлениями. Это также накладывает свой отпечаток на судьбу телешоу. Зная, как сейчас действуют мигрантские лоббисты, можно предположить, что образ мигранта в будущей, возрожденной передаче может представляться только в положительном ключе. Дает прогноз Юлия Банишевская. Потому что если ситуация будет показана такой, какая она есть сейчас на самом деле, этой передаче не суждено будет выйти на экраны. Схожее мнение высказал и эксперт в области миграционной политики Михаил Бурда. Он считает, что наша Раша – это максимально вредная для страны телепередача. Если мы посмотрим на типажи, которые, по крайней мере, были раньше, мы там увидим и коррумпированного чиновника, коррумпированного учителя, типичного диванного алкоголика. Другие образы, которые формировали стереотипы в отношении коренного населения России, в первую очередь против русских, объяснил Михаил Бурда. Он указал, что если бы какой-нибудь иностранец посмотрел эту передачу, то он бы подумал, что все русские сплошь лентяи, алкоголики, какие-то глупые, малообразованные люди. То же самое можно сказать и об образе гастарбайтера, который тоже максимально негативный, добавил эксперт. Когда эта передача перестала выходить, стало без нее гораздо лучше, чем с ней, резюмировал Михаил Бурда. Западные политики неоднократно заявляли, что Россия – экономически слабая страна, однако статистика по миграции говорит обратное. Страна официально занимает 4-е место в мире по объему въезжающих иностранцев, впереди только США, Германия и Саудовская Аравия. На первом месте среди причин визита приезжие указывают частные интересы, а на 2-м – работу. В России мигранты не просто зарабатывают себе на жизнь. Часть денег они отправляют на родину. По официальной информации, объем переводов составляет не менее 20 миллиардов долларов. То есть эта сумма помогает жить людям в соседних странах вместо того, чтобы поддержать собственную экономику. Первые волны приезжих стремились в Москву и Петербург. В этих городах сейчас крайне сложно увидеть русские лица среди обслуживающего персонала гостиниц, курьеров, дворников и строителей. Когда рынок мегаполисов основательно сдулся, иностранцы начали рассматривать отдаленные регионы. Жители Средней Азии активно осваивают Сибирь и добрались уже до Дальнего Востока. Однажды в России поняли, что мигранты не только приносят пользу экономике, но и вред обычным жителям, и начали закручивать гайки. Десятки или даже сотни тысяч нелегалов, не знающих русский язык, с трудом могли найти работу. Константин Малафеев считает, что политику в отношении мигрантов нужно менять в корне. У нас самое мягкое миграционное законодательство на планете. Работодатель получает прибыль, потому что привез этого ценного иностранного специалиста, а государство получило расходы, потому что взяло на себя всю стоимость проживания специалиста и его семьи. Это несправедливо. Пусть за него платит работодатель, который сразу поймет, что ему гораздо выгоднее нанять туляка, костромича или рязанца. Жители России всю жизнь платили налоги, чтобы получить заботу государства. А мигрант только приехал. Хочешь взять его на работу? Будь добр, заплати за него повышенную социальную страховку на случай, если с ним что-то произойдет. На этом пока все. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые увлекательные видео и быть в курсе всех обновлений. Всем пока!